Всем доброго времени суток, вы на канале Дача Лайф, и сегодня у нас такой малоприятный ролик, но я считаю, что просто необходимый, потому что люди должны, в общем-то, правду знать, какой она бы горькая ни была. И вот что мы наблюдаем. Мы находимся между городом-спутником Минска-Рудинск и населенным пунктом Узляны. Вот этот именно лес. Относится, наверное, к Рудинскому, к Пуховическому лесничеству, там где-то ориентировочно так. И что у нас здесь сейчас происходит? Как мы видим, идет вырубка. То есть вырубка запланирована еще осенью, отмечены. Не знаю, как там вот видно, ли вон ветки есть на деревьях, там если приблизить. Что самое интересное, как мы видим, с одной стороны находятся дачи, с другой стороны находится вот дорога, такой пролесок. Да? Мало того, что вот началось уничтожение подлеска, и видите, сколько молодых елочек спилено. Сегодня у нас 12 января, и вырубка была отмечена еще осенью. Почему эти елочки перед Новым годом не были вырублены и проданы? Какое вообще халатное отношение? Теперь они все валяются здесь, но если бы я или кто-то другой срубил хоть одну елочку здесь перед Новым годом, это было бы каралось штрафом. Но дело даже не в этом. Вырубка, как оказалось, беспальная. Мы видим, какое количество уже подлеска завалено. Представляете, когда завалят все эти деревья, какое количество мусора здесь будет лежать и гнить. Вы думаете, что вы от короеда этим спасете лес? Нет, разовьется еще больше. Но дело еще в одном, что, как я вам уже показал, вот дорога и граница вырубки ровненько идет по дороге. Вот мы сейчас с вами смотрим, сейчас даже машина вот идет, вот она дорога, да? И представляете, что с одной стороны здесь вырубят все деревья, и вот здесь вот будет поле. И при южном ветре весь этот снег будет заметать дорогу. Да во все времена, когда вообще проектируется дорогу, всегда вдоль дороги засаживали деревья, чтобы они предотвращали проникновение снега. К тому же, здесь все покрыто сплошным черничником. Представляете, при сплошной вырубке что будет? Засветит солнце, начнет расти трава, уничтожится микориза, которая живет на корнях деревьев, благодаря чему и растет эта черника. Черника исчезнет. Да и бог с ним. Вырастет новый лес, как бы восстановится. Но весь этот хлам будет создавать очень кучу проблем. Здесь, с другой стороны, дачный поселок наш. Что произойдет? Летом приедут тут молодые ребята, побалуются со спичками, и все это может превратиться в огромную катастрофу. И даже это не самое важное. Граница, как я вам уже сказал, сейчас, может, дойду туда, пока говорю, проходит не по забору дач. Она метров 20-30 его не достигает. Именно эти деревья, которые реально опасны, и которые надо было бы вырубить, лесничеству не нужны. Они не хотят их вырубать. Вот сейчас посмотрим, чтобы было поближе понятно. Вот такими метками обозначается граница. Вот она меточка. И видим, сколько у нас до дач. И вот такие огромные деревья, вот видите, наклоненные деревья, да, они все направлены на дома, потому что там южная сторона, крайняя. И их от ветра защищал этот лес, который сейчас вырубят. Представляете, когда этот лес вырубят и будет где разгуляться ветру, эти деревья начнут валиться на дома, на линии электропередач, и в общем-то это будет опять-таки катастрофа. Поэтому я не знаю, кто пишет такие законы, что с палом, без пала, вырубка сплошная. Зачем уничтожать подлесок, деревья, если вы опять-таки будете сажать лес? Зачем вырубать елки после Нового года на планируемые вырубки, если можно было их продать людям на Новый год? Они бы, по крайней мере, порадовали кому-то душу. Ну, тут еще возникает целых кучу вопросов. У нас лесничество очень активно начало бороться с вывозом в лес мусора. Хотя у нас мусор особо не вывозят, но все-таки такое недобросовестных людей хватает, случается. По дороге домой человек заходит там в лес, вырубает. Но поскольку мы тут живем, мы систематически
пытались проводить субботники, проводим. И естественно, что я за забор зашел от своей дачи. Пакет у меня с собой, я какие-то бумажки собираю, бутылки, все. И вот человек, встретив лесничество очередной раз, говорит: я могу мусор в лесу, бутылки пособирать, пластиковые, такие, донести до контейнера, там спалить и так далее. На что пошел ответ: категорически нет. В лесу ничего не имеете права мусор собирать. Если вы хотите собирать мусор, то вы должны приехать к нам, обратиться в лесничество и сказать, когда и в каком районе вы будете мусор собирать. Ребята, вы вообще думаете, о чем вы говорите? То есть, чтобы почистить лес от мусора, я еще должен у лесничества спрашивать разрешение. Получается так, что один идиот выкинул мусор, скажем, какой-нибудь матрас служивший. Я его нашел в лесу и подумал, что это же мусор, давайте я его заберу, спалю на костре, пружины сдам на металлолом и так далее. Получается, он преступник, и я уже тоже преступник. Мало того, что я мусор забрал без разрешения из леса, так я еще и собрал металл, на что надо лицензия, надо же, оформить ИП. Это же не твой матрас. А если это не твой матрас, то ты не имеешь права его сдать на металлолом. Или это если не твоя газовая плита, значит, ты это заготовил. А на заготовку нужна лицензия. Поэтому, ребята, я не знаю, кто пишет эти законы, и после чего, что они там курят, что они там пьют, вообще, кто их вообще избирает на эти места, но это вообще непонятно. Продолжение, дорога, представляете, уже упоминал, вот будет у нас теперь называется сильный южный ветер и хороший снегопад, вот сейчас идет такой небольшой еще, да, а было бы хороший с ветром, и эту дорогу при отсутствии этих деревьев просто заметет. Дорожным службам придется тратить огромное количество техники, человеческих ресурсов и материальных, чтобы очищать эту дорогу, пока вырастет новый лес. Это будет новый перемет, новый завал и упоминание новый Хавьер, как было в 2013 году. Но тогда была катастрофа, сейчас этот Хавьер будет постоянно. А если ветер будет северный, то вот эти дома все первые пострадают. Поэтому хочется им напомнить, пускай они заранее страховочку оформляют, чтобы не случилось, как сейчас при пожарах в Калифорнии. Потому что здесь из-за этой вырубки грядет конкретная катастрофа. Обращаюсь ко всем лесничествам, ко всем, в общем-то, тем, кто имеет отношение к этому делу, пересмотрите законодательство, разрешите людям собирать мусор, вот это собирать хворост, да, вычищать эти вырубки и продумывайте вблизи дачных кооперативов оставлять вот такие горы хлама очень-очень опасно, потому что ружье, которое висит на стене, когда-нибудь выстрелит, и вот эта гора когда-нибудь заждется, либо случайно, либо из-за детской шалости. Поэтому еще раз обращаюсь ко всем. Сделайте хоть что-нибудь для того, чтобы работу сделать досконально, хорошо и четко, а не уничтожать. Вот здесь вот росли молодые дубки, все, они все спилены. Ему расти, это, не знаю, ни елка, ни сосна, ничто не опередит их рост. Они будут низенькие, когда этот лес уже новый вырастет. Зачем было их уничтожать? Орешник, который выпилили, он отрастет. Вот еще тут остался, вот они лежат, спиленные. Представляете, толщиной до 15-20 сантиметров, сколько лет они росли. Их всех срубили. Да, орешник быстро отрастает, он дает, одну спилишь, 5 вылезет. Но будет время, пока это восстановлено. С этой же трассы все газы выхлопные, все, абсолютно, все полетит на дачу. И мы приезжаем на дачу отдохнуть, поковыряться в чистом огороде, да, сделать какие-то шашлычки, подышать свежим воздухом. И будем вынуждены просто дышать копотью от проходящих машин. А это трасса, которая соединяет у нас Слуцкую и Гомельскую трассу. Да? И по ней очень много ходит различных фур, все, а сейчас еще и построили этот БМБК комбинат, поэтому все это идет через эту трассу, естественно, что все эти выхлопы полетят на наши дачи. Я вот сейчас здесь стою, а здесь уже дышать нечем, потому что подлесок уже пропускает это все, потому что его просто нет. Он уже уничтожен за 2 дня, причем хороший работник, 5 баллов ему, одним человеком. Вот это все вырезано за 2 дня. Человек на своем месте с бензопилой, понятно. Но он исполняет очень глупые и тупые приказы.
Дай бог, чтобы мы дальше жили в стране, в которых этих законов будет все меньше и меньше, и чтобы прежде чем что-то планировать, вообще немножко изучалась обстановка, где, что, как растет, какое воздействие ветров идет, какое воздействие вообще на природу оказывается, на окружающие поселки, на дороги проезжающие и так далее. Они так просто вырубили, пеньки оставили, а дальше хоть трава не расти. Вот зачастую именно вот это и происходит, и это сейчас происходит здесь, на моих глазах, и мне очень больно, что у нас такое законодательство. Всем до новых встреч. Надеюсь, что какая-то ответственная реакция от вас будет. Может, у вас также где-то, если у вас происходит что-то подобное, снимайте, выпускайте ролики, не молчите. Может, все вместе мы сделаем доброе дело и пересмотрит какое-то законодательство, и мы не будем вот этих гор видеть в своих лесах, а будем спокойно собирать грибы и ягоды, участвовать в субботниках, чистить этот лес от хлама, предотвращать, чтобы было приятно в него зайти. Потому что на данный момент, если валяется пластиковая бутылка, вам ее запрещено поднять и выбросить в мусорку. До новых встреч!